какие уровни лучшие для интрадей торговли, на какие нужно обращать внимание, от которых лучше движение и вокруг которых я торгую каждый день по сигналам своей системы. Итак, первая группа уровней я написал в левом верхнем углу те уровни, которые в принципе доступны каждому из вас. Это максимум, high, low, минимум, C, close предыдущего дня. То есть максимум, минимум цена закрытия предыдущего дня. И второе это high, low, максимум, минимум сессии текущего дня. Меня интересует максимум, минимум сессии текущего дня Азии и Европы. Потому что я торгую в Америку, в американскую сессию. Если же вы торгуете в Европу, возможно, вас интересует high-low азиатской сессии. С максимум, минимум и ценой закрытия предыдущего дня, в принципе, все понятно. Да, я могу перейти на daily, да, и все будет видно. И high, low, и close, и поставить горизонтальные линии. Но вот по сессиям давайте разберем подробнее. Итак, у нас открываются торги 0.0. Москвы, да, 0.0 Москвы, это евро-доллар, конечно, по другим инструментам, это может быть другое время, имеется в виду, если торгуете акции, фьючерсы и так далее. Вот здесь у нас, да, точка открытия торгов, и это у нас максимум, да, ночной сессии, high ночной сессии, поставим сюда горизонтальную линию. Следующая важная точка, временная точка, на которую стоит обращать внимание, это 8 часов утра Москвы. Открываются сессии в Европе. Соответственно, это вот здесь 0.9200. То есть мы можем вот так выделить. Раз, да, два. И давайте посмотрим на следующую группу уровней. Это уровни, которые сформированы уже в саму европейскую сессию, в активную европейскую сессию. Мы видим вот здесь. Это примерно 13 часов московского времени. Да, и мы можем отметить вот этот high еще, который был сформирован. То есть мы видим вот эти уровни, да, вокруг которых могут быть торги. И мы видим, что до вот этих зон в мою сессию, вот моя сессия серым выделена, цена не доходила в Америку, но мы доходили до вот этого low. Мы его протестировали. И каждый раз, посмотрите сюда, на что я хочу обратить ваше внимание. Каждый раз возле этого уровня мы видели сигнал на buy, мы видели сигнал на buy, мы видели сигнал на buy, мы видели сигнал на buy и так далее. То есть, посмотрите, каждый раз тестирую эту важную зону. Давайте возьмем в качестве примера другой инструмент, пусть это будет фунт-доллар. Вот у нас место открытия, да, где рынок открылся, то есть закрылась предыдущая сессия, открылась пятничная сессия. Вот у нас high сессии, да, абсолютный максимум сессии, возможно, абсолютный максимум дня. Затем мы идем, где у нас 8 часов, но по моему терминальному времени это 5 часов. Да, мы отметим минимумы вот здесь. Вот эти low, мы можем взять вот эти low, да, потому что 5 часов точно, если мы хотим, да, это вот в этой области, да, но мы можем взять сразу несколько рядом стоящих low. И мы отметим минимум, который был сформирован в активную европейскую сессию вот здесь, да, и получится у нас целая сетка уровней. Обратите внимание, что произошло в пятницу. Рынок дернулся в эту область. И, кстати, опять мы видим сигнал, на этот раз на sell. Потом мы видим, что в течение Америки рынок пытался доходить до моей зоны и дошел только в самом конце уже, да, когда время вышло на моей сессии. Но, тем не менее, посмотрите, тест уровней тут же как пушка. Давайте еще кое-что уточним. Нам нужно выделить первый час, точнее выделить high, low, max и минимум первого часа открытия торгов. Это один из самых важных моментов. Затем отметить и то же самое давайте. Затем выделить max, min, максимум и минимум европейской сессии здесь с 8 до 15 Москвы. С 8 до 15 часов Москвы. То есть все, что вам нужно сделать, еще раз, это выделить
максимум и минимум первого часа открытия торгов, выделить максимум и минимум европейской сессии с 8 до 15, то есть определить в этом промежутке high и low и отметить их горизонтальными отрезками. Давайте то же самое проделаем с индексом NASDAQ. Вот здесь мы видим открытие 1, 2, 3, 4. Вот у нас диапазон сформировался. Да. Мы берем, выделяем, вот так берем, выделяем. И вот у нас зона. Здесь у нас 8 часов. Вот у нас high. Вот у нас low. Вот они уровни, и мы видим, как только цена пробивала, бум, потом ретест этой зоны. И так мы можем применить это к любому графику в реальных условиях, в исторических данных для тестирования и так далее. Если вы хотите узнать больше про торговлю от ключевых уровней поддержки и сопротивления, узнать, какие сигналы работают лучше, по каким сигналам торгую я, которые имеют вероятность 60 и 70% отработки, то обязательно посмотрите вот эти два плейлиста по левую сторону и по правую сторону вашего экрана. Там вся необходимая информация по моей системе. Ну а если вы захотите подключиться к системе Cluster Trader и торговать по тем же самым сигналам, то ссылка на систему будет под этим видео. Все, всего доброго и до встречи. Пока.